Здравствуйте! В этом видео покажу, как установить самый быстрый Windows 10, как многие считают, в версии LTSC и русифицировать его. Версия LTSC в 2019 году пришла на смену LTSB. Устанавливать будем на BIOS и UEFI. Ну и рассмотрим еще некоторые интересные моменты. В описании видео добавил удобные тайм-коды для быстрого поиска нужного фрагмента. Приступаем. На этом компьютере у меня Windows 7, но это не важно. Мы просто подготовим здесь флешку для установки. Вы сможете установить Windows 10 LTSC, если у вас семерка, восьмерка или десятка. Нам потребуется только обычная флешка, лучше если она будет размером 8 гигабайт или больше. Ну и на жестком диске должно быть минимум 5 гигабайт свободного места. Чтобы скачать Windows 10 LTSC, я подготовил прямую ссылку на официальный сайт Microsoft. Прямо под этим видео в полном описании ссылка под номером 1. Также здесь есть ссылка номер 2 на текстовую версию инструкции с видео и ссылка на сайт Rufus. Я нажимаю на первую ссылку. Здесь выбираем второй вариант LTSC. Нажимаем продолжить. Здесь нужно ввести данные, я введу свои. Здесь можно написать что-нибудь. Физическое лицо. Далее размер компании 1. Я выбираю должность. Выберу системный администратор. Далее рабочий электронный адрес. Ну и здесь они просят номер телефона. В следующем поле нужно выбрать страну. Нажимаю на выпадающий список. Выбираю Россию. Опускаемся ниже. Здесь нам предлагают подписаться на рассылку. Можно поставить сюда галочку, можно не ставить. Опускаемся ниже и нажимаем на кнопку «Продолжить». Здесь нужно выбрать разрядность операционной системы, которую мы будем устанавливать. Я выберу 64-разрядную. Сегодня уже нет, наверное, особого смысла ставить 32-битную версию. Но если вы все-таки не уверены, потянет ли ваше железо 64-разрядный Windows, то в описании этого видео есть ссылка на маленькую инструкцию. Далее нужно выбрать язык. Нажимаю на выпадающий список. Windows 10 LTSC не поставляется официально на русском, поэтому выбираем английский. Готово. Можно нажимать на кнопку «Загрузка». Далее в этом видео мы легко русифицируем Windows. Началась загрузка. Я использую браузер Google Chrome, поэтому она появилась у меня вот здесь. Пока Windows скачается, давайте скачаем Rufus. Я открываю новую вкладку, ввожу адрес сайта, нажимаю Enter. Опускаемся ниже до слова «Скачать» и нажимаем вот на эту ссылку. Сегодня это Rufus 3.6. Возможно, что когда вы будете качать, номер версии изменится, но принципиально это ничего не меняет. Нажимаю на ссылку. Rufus быстро скачался, теперь нужно дождаться окончания загрузки Windows. Давайте откроем все загрузки. Это можно сделать, нажав на комбинацию клавиш Ctrl плюс J. Здесь мы видим, что файл качается именно с сайта Microsoft. Вот этот адрес нам говорит об этом. Готово, мы скачали образ Windows. Можно сворачивать браузер. Открываю папку загрузки. Скорее всего, у вас загруженные файлы лежат там же. Вот здесь у меня образ Windows и Rufus. Можно приступать к записи флешки. Для этого просто запускаю Rufus. Здесь нажимаю «Да». Здесь разрешаем Rufus, пусть он проверяет обновление. Rufus открылся. В поле устройства, как видите, ничего нет. Дело в том, что я еще пока не подключил флешку. Подключаю ее. Я подключил флешку, как видите, она сразу появилась в поле устройства. Теперь нам нужно выбрать вот этот образ. Так, вот это окно я закрою, это автозапуск. Вот этот образ нужно выбрать в программе Rufus. Для этого нажимаю кнопку «Выбрать». Здесь, как видите, сразу же загрузки у меня открылись и образ появился здесь.
Если у вас как-то произошло иначе, то просто вот слева выбираете загрузки в проводнике и после этого выделяем образ и нажимаем кнопку «Открыть». В нескольких предыдущих видео мы с вами создавали флешки с помощью Rufus. Это были отдельные флешки для GPT и MBR разметки. Rufus также умеет записывать и универсальные флешки. Чтобы сделать одну флешку для обеих разметок, кликаю в поле, просто вот в поле Rufus, чтобы выделить окно, и нажимаю одновременно клавиши Alt плюс E английская. Обратите внимание на надпись, которая появилась у Rufus внизу. Как видите, у меня здесь появилась схема раздела MBR. Если нажать, тут есть еще и GPT. Мы оставляем по умолчанию MBR, а вот здесь появилась другая надпись. BIOS или UEFI. То есть данная флешка будет поддерживать установку и на компьютерах с BIOS, и на компьютерах с UEFI. Оставляем все как есть. Файловую систему также оставляем. Она должна быть FAT32. И можно уже нажимать на кнопку «Старт». Я обычно еще меняю метку тома. Давайте поменяем ее. Вот так вот я сделал. Windows 10 LTSC 64-разрядная. Теперь, подключив эту флешку, сразу же будет понятно, что на ней. Все готово. Нажимаю кнопку «Старт». Внимание! Если у вас на флешке есть какие-то файлы или папки, нужные вам, обязательно сохраните их перед тем, как использовать флешку для того, чтобы делать из нее загрузочную. Именно об этом нас здесь предупреждают. Флешка будет отформатирована и все файлы на ней будут удалены. Нажимаю кнопку «Ок». Началось создание флешки, нужно дождаться окончания. Готово, мы записали флешку, можно закрывать это окно. Закрываем автозапуск. Ну и загрузки тоже можно закрыть. Как я уже сказал, мы записали универсальную флешку, которую можно будет использовать на компьютерах с BIOS и UEFI. Чтобы не допустить одну неприятную ошибку, мы сейчас посмотрим разметку диска на этом компьютере, на котором мы будем устанавливать Windows. Для этого в Windows 7 можно сделать вот так, открыть проводник и на компьютере выбрать управление. Далее можно выбрать управление дисками. Я сейчас покажу очень простой способ, который работает в любой версии Windows. Нажимаю Windows плюс R и в окне диалога «Выполнить» ввожу команду disk.mgmt.msc. Нажимаю на Enter. У нас сразу же открылось управление дисками. Мы видим здесь флешку, которую только что записали, и основной диск, диск 0. Именно он нас интересует. В принципе, уже сейчас видно, что это диск с разметкой MBR, но на всякий случай нажимаем правую клавишу на заголовке и выбираем свойства. Здесь переходим на вкладку «Тома» и видим, что на данном диске основная загрузочная запись MBR. Просто запоминаем эту информацию, закрываем все окна. Если у вас в этом окне вот такая надпись, значит у вас диск размечен в стиле GPT. Тоже просто запомните это. Теперь можно завершать работу Windows и переходить к установке. Итак, ноутбук у меня выключен, загрузочная флешка подключена. Теперь нужно загрузиться с этой флешки. В данном случае я буду использовать boot-меню. За вход в boot-меню на этом ноуте у меня отвечает клавиша Escape. Я включаю ноутбук кнопкой и сразу же нажимаю на Escape. Появилось boot-меню. Здесь мы видим все загрузочные устройства данного ноутбука. Нам нужно найти среди них флешку. Флешка у меня no-name, то есть с неизвестного производителя, поэтому здесь мы видим две строчки с буквами USB. Первая строчка и вторая строчка. Как видим, во второй строчке есть надпись UEFI. На этом ноутбуке у меня гибридный BIOS UEFI с поддержкой CSM. Именно поэтому здесь есть две строки. Выбрать нужно правильную строку. Мы с вами только что увидели, что диск на этом ноутбуке у меня размечен в MBR. Если диск размечен в MBR, то выбирать нужно именно строку без UEFI. Я выбрал ее клавишами курсора и нажимаю на клавишу Enter. Началась загрузка с флешки. Появилось окно установщика Windows. Он у нас на английском языке сейчас, поэтому здесь мы ничего не выбираем. Нажимаем Next.
Далее нажимаем Install Now. В этом окне ставим галочку «Принимаем лицензию на использование». Снова Next. Здесь мы выбираем чистую установку, то есть мы будем удалять старый системный раздел. Я нажимаю на нижний вариант. И перед нами открылось окно, где нас спрашивают, куда мы хотим установить Windows. Здесь мы видим разделы, характерные для разметки MBR. Первый раздел имеет вот такой размер 350 мегабайт. Обычно он бывает до 600 мегабайт и часто имеет метку зарезервированной системой. Это раздел для загрузчика Windows. Второй раздел – это основной раздел, куда установлен Windows. Когда Windows загружен, мы этот раздел называем диск C. И третий раздел – это новый том, раздел под файлы. У меня есть такой раздел, и я туда сохранил все свои нужные файлы, и это единственный раздел, который я оставлю. Все остальные разделы я удалю. Если у вас в проводнике только один диск, диск C, то вот этого третьего раздела у вас здесь не будет. Обратите внимание, что если у вас стационарный компьютер, и здесь в этом окне есть диски Drive 1 или Drive 2, например, да, их трогать не нужно. Это отдельные диски, на которых могут храниться ваши файлы. Мы удаляем разделы только с диска 0, который обозначен Drive 0. Итак, я оставляю раздел «Новый том», остальные разделы удаляю. Выделяю первый раздел, нажимаю Delete. Здесь подтверждаю ОК, происходит удаление. И точно так же выделяю второй раздел и удаляю его, нажимаю Delete. Подтверждаю ОК. У нас остался раздел с меткой «Новый том». Это мои сохраненные файлы. А также осталось unallocated space. По-русски это звучит как незанятое пространство. Никаких разделов мы создавать не будем. Установщик Windows, в котором мы находимся, справится с этим гораздо лучше. Просто выделяем незанятое пространство, unallocated space и нажимаем Next. Началась установка Windows. Внимание, при первой перезагрузке, когда вы увидели вот такое окно, флешку лучше отключить. Она больше не нужна, и дальнейшая установка будет происходить без нее. Перед нами окно выбора региона. Здесь я рекомендую выбрать Россию. Это можно сделать и позже, но в принципе, раз уж мы устанавливаем Windows, почему бы нет? Выбираю Россию. Я выбрал свой регион. Вы выбираете свой из этого списка. Нажимаю Yes. У меня здесь United Kingdom, у вас может быть USA. В том и в другом случае просто нажимаем Yes. Здесь пропускаем Skip. Если ваш компьютер подключен к интернету, то вам сразу предложат войти в учетную запись Microsoft. Чтобы не входить в учетную запись Microsoft, просто нажимаем вот на эту кнопку. Здесь нам нужно ввести имя пользователя. Я ввожу свое имя. В системе у нас пока только английский. Нажимаем Next. Пароль можно добавить позже. Снова Next. Здесь нам предлагают воспользоваться историей. Я откажусь. Ну и здесь, как обычно, выключаем все движки, все как учили. Нажимаем Accept. Готово, Windows 10 LTSC установлен. В правом нижнем углу мы видим вот такой текст. Он говорит о том, что это ознакомительная версия. Мы можем знакомиться с Windows целых 90 дней. Давайте сразу русифицируем его. Будем использовать параметры Windows. Нажимаем «Пуск». Параметры. Здесь выбираем Time and Language. Здесь нажимаем на Language. И нажимаем вот на этот плюсик Add Language. В этом окне английскими буквами печатаем что-нибудь вот такое. Я напечатал рус, и здесь у меня появился русский язык. Здесь их довольно много, поэтому выбирайте просто русский. Я выбрал, нажимаю Next. Здесь все галочки оставляем, нажимаем Install. Ждем, пока языковой пакет скачается и установится. Готово, пакет установлен. Теперь нужно выйти из учетной записи. Нажимаем «Пуск».
Sign Out. И здесь просто на кнопочку нажимаем. Итак, у нас уже появился русский, но это пока еще не все. Снова заходим в параметры. Разворачиваю на весь экран. Снова заходим в эту же плитку «Время и язык». Теперь она уже по-русски. Здесь нажимаем на «Язык». И вот здесь в правом верхнем углу есть административные языковые параметры. Если у вас окно раскрыто в маленьком вот в таком квадратике, то эта ссылка вот здесь внизу. И я нажму ее вот здесь. У нас открылась вкладка «Дополнительно». Нажимаем на кнопку «Копировать параметры». Здесь ставим галочки внизу. Настройки в окне должны поменяться и иметь вот такой вид. То есть везде русский, Россия и так далее. Нажимаем «Ок». Нам предлагают перезагрузить компьютер. Можно, конечно, это сделать, но это не обязательно. Можно отказаться пока от перезагрузки. Нажимаем на «Изменить язык системы». И здесь выбираем русский. Я выбираю русский Россия. Здесь ставим галочку и нажимаем ОК. Теперь уже соглашаемся с перезагрузкой. Готово. Мы русифицировали Windows 10 LTSC. В этой версии нет браузера Microsoft Edge. Здесь только Internet Explorer. Можно зайти в него и установить, например, браузер Google Chrome или любой другой браузер, который вы предпочитаете. Скорее всего, если у вас не новый компьютер или ноутбук, то большая часть драйверов у вас установится автоматически через интернет, через центр обновления Windows. Недостающие драйвера можно будет доустановить. У меня есть несколько видео на эту тему, они вот здесь. Если вы вдруг не видите здесь ссылку, то она есть в описании этого видео. Теперь устанавливаем на ноутбук с UEFI. Флешка у меня подключена. Я здесь также буду использовать boot-меню. За вход в boot-меню на этом ноуте отвечает тоже клавиша Escape. Я включаю его кнопкой и нажимаю на Escape. Здесь нужно аккуратно нажимать один раз. Появилось boot-меню. Если мы видим вот такую надпись UEFI boot-меню, значит в данном случае в BIOS UEFI включена поддержка именно UEFI. И здесь у нас только один выбор, вот этот пункт USB HDD. Перемещаемся на него и нажимаем клавишу Enter. Ноутбук загружается с флешки. Опять появился установщик. Мы это все уже рассмотрели, поэтому быстро проходим те же этапы. Install Now. На этом этапе остановимся. Здесь мы видим схему разделов, характерную для разметки GPT. Как правило, здесь целых 3 скрытых раздела. Вот они. А последний раздел, который обозначен Partition 4, это раздел, который в Windows называется Диск C. При чистой установке, опять же, все эти разделы удаляем. И последний раздел тоже выделяю и удаляю. Если у вас на диске 0, Drive 0 имеется раздел под файлы, то будьте осторожны, не удалите его. То же самое касается других физических дисков, которые могут быть обозначены Drive 1, Drive 2 и так далее. Если вы устанавливаете винду на новый только что купленный SSD или жесткий диск, то выглядеть он у вас будет именно вот так. Просто на всякий случай выделяем Unallocated Space и нажимаем Next. Дальнейшая установка и русификация ничем не отличается от уже рассмотренной нами. Подписчики задавали мне несколько раз вопрос, почему при установке английской версии Windows бывает указана страна по умолчанию United Kingdom, а в других случаях USA. Ответ на самом деле простой. Когда в самом начале мы скачивали Windows и выбирали язык, то здесь можно увидеть, что английских 2 варианта. Первый – это американский английский, а второй – британский. Это можно видеть по названию файла, когда образ скачан. Как видите, окончания разные.
Я при загрузке просто выбрал вторую строчку, и, соответственно, при установке сторона и раскладка клавиатурки по умолчанию у меня UK. Если выбрать первую строчку, то здесь будет USA. С точки зрения установки и русификации разницы между ними нет никакой, но неопытного юзера это может сбить с толку. Возможно, вам будет интересна эта маленькая тонкость. Что же такое Windows 10 LTSC и действительно ли он быстрее десятки Pro или домашний? В этой версии практически нет предустановленных приложений. Здесь нет браузера Edge, облака OneDrive, более того, здесь нет даже магазина Windows. Еще, например, здесь отсутствует игровой режим. Система действительно живее шевелится, и даже просто визуальное отсутствие мигающих плиточек и лишних пунктов в меню воспринимается позитивно. Количество процессов, висящих в диспетчере устройств на голой свежеустановленной системе, меньше, чем, например, в прошке, но не намного. То же самое касается занятой оперативной памяти. В общем, революционного ускорения ждать не стоит, но работать в LTSC приятнее, особенно на SSD. У меня стояла LTSB на основном компе для редактирования, и в этом году я перешел на LTSC. Никаких проблем с какой-то несовместимостью я не встречал. Общие впечатления от работы приятные. Версия LTSC сделана на базе версии десятки 18.09. LTSC – это корпоративная система. В период ознакомления лицензия запрещает заниматься заработком на ней. Что касается активации, то ознакомительный период полнофункциональный и длится целых 90 дней. Если по истечении ознакомительного периода ее не активировать, то будут происходить все обычные десяточные изменения, станет недоступна персонализация. Кроме того, неактивированная система будет автоматически перезагружаться каждый час. Некоторые дополнительные подробности об ознакомительном периоде можно найти в текстовой версии этой инструкции. Вот по этой ссылке она есть в описании видео. В общем, ставить или не ставить, решать вам. Поддержите это видео лайками и комментами, и в одном из следующих рассмотрим другие моменты и настройки этой версии винды. Чтобы не пропустить это новое видео, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Спасибо. Я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи. А может он и не LTSC совсем, а LTSK? На сайте Microsoft написано LTSK.